Всем привет, с вами Семки01. Я уже несколько лет после того, как начал играть в военно-политические игры, ищу максимально простую и одновременно интересную стратегию с интуитивным геймплеем. Поначалу, когда встречал Race Global Dominations в Steam, мне казалось, что эта игра слишком детская из-за ее графики. А значит, совсем не интересна и по ней нет смысла делать обзор на канал. Но через пару месяцев, скачав поиграв в эту игру, я убедился в обратном. И Race Global Dominations оказалась действительно залипательной и интересной стратегией. Risk — это бесплатная военная стратегия, которая является официальной цифровой версией настольной игры от Hasbro. Эту игру можно скачать как на ПК в Steam, так и на Android в Play Market. Для тех, кто думает, что раз игра цифровая версия настольной игры, значит в нее будет скучновато играть, хочу в этом переубедить кратким пересказом геймплея. Как только вы зашли в игру и рассмотрели ваш профиль, нажимая на кнопку «Битва», вам предлагают пройти обучение против легчайших ботов, где вам нужно будет захватить весь мир. Это обучение я проходил около 5-6 минут, и за этот небольшой промежуток времени мне объяснили, наверное, всю механику Risk, и у вас уже по ходу игры не должно возникнуть никаких вопросов. После прохождения обучения у вас уже открывается несколько типов игры. Тренировка, соло, казуальный и бери и играй. Тренировка — это просто обучение. Соло — это битва с ботами, казуально — это битва с друзьями или соперниками по сети, ну и бери и играй — это игра на одном устройстве. Также присутствует режим, где вы уже сражаетесь с соперниками, тем самым повышая свой ранг. Но чтобы его открыть, вам нужно сыграть 3 одиночных режима. Сам геймплей, как я уже говорил, очень простой. С начала игры вы получаете какое-то количество провинций, в которых находятся отряды. Игрокам по очереди дается ход, в котором у них будет всего 3 действия: подготовка, атака и укрепление. Во время подготовки вы отправляете подкрепление любой на ваше усмотрение провинции, распоряжаясь только что полученными отрядами. Во время атаки, как несложно догадаться, вы атакуете вражеские провинции. Тут также на ваше усмотрение. Вы можете как попытаться захватить вражескую провинцию, так и воздержаться для более надежной обороны. Ну и на этапе укрепления вы можете перегруппировать ваши отряды на другие, более нуждающиеся в армии провинции. Или просто оставить как было. Так и проходит вся игра. Несмотря на всю простоту, игра вам не позволит играть бездумно, особенно против настоящих игроков. Еще хочу отметить огромный выбор различных карт в этой игре. Хоть и многие нужно будет покупать за настоящие деньги, все равно с добавлением этих карт разработчики очень разнообразили геймплей для игроков. Кстати, на ютубе существует огромное количество стратегий и тактик для частых побед в этой игре. И если вам вдруг станет тяжело выигрывать, вы можете, если что, обратиться к подобным гайдам. Ну а мы плавно переходим к достоинствам этой игры. Главным достоинством Race Global Dominations, на мое мнение, есть ее доступность. Эта игра, во-первых, бесплатна, во-вторых, есть как на телефонах, так и на ПК. Ну и в-третьих, весит всего-навсего 1 гигабайт, что по сравнению с современными популярными военными стратегиями совсем ничего. Также в эту игру вы спокойно можете играть с друзьями как онлайн, так и офлайн на одном устройстве. Как по мне, это очень удобно. Все, что я заметил с недостатков, это долгие катки. Игра тут проходит около 30 минут, что для меня многовато, а еще и с тем фактом, что это онлайн-игра, вы сохраниться никак не сможете, и вам придется доигрывать, чтобы не аннулировать ваш рейтинг, полученный за эту катку. Что ж, на этом у меня обзор заканчивается. Как вы наверняка убедились, Race Global Dominations по-настоящему интересная игра, в которую стоит поиграть любителям подобных стратегий. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, здесь подобного контента будет много. Также, если вы хотите меня в чем-то поправить, то смело пишите в комментарии или вступайте в мой Discord сервер, там мы все обсудим. А на этом у меня все. Всем удачи и всем пока!